Приветствую, друзья! После знакомства с базовой версией T-Audio пришло время нам взяться из другого титана звука Fairless Audio. Сегодня мы рассмотрим младшую гибридную модель Barcelona, которая базируется на 10-мм динамике и арматуре 23 серии производства Sony. Он тоже очень любопытная модель, но вспомнил я о T-Audio, как вы, наверное, догадываетесь, отнюдь не случайно. Будут графики, описание звучания и, конечно же, сравнение. Все вот ровно как вы любите. Собственно, поехали. Пришла модель в довольно серьезной такой картонной коробке с изображением какого-то вот абстрактного наушника в разрезе. Судя по количеству излучателей, это, вот, друзья, точно не Барселона. Внутри лежали, конечно же, сами герои обзора. Приятный такой плотный кейс белого цвета, щеточка для чистки и 4 пары силиконовых амбушюр с разноцветными такими сердечниками. Кабель по качеству, друзья, очень даже хорош. Мы встречали его уже множество раз, например, у тех же GS Audio. По сопротивлению аппаратура показала какие-то просто фантастические 0,120 Ом. Штекер тут прямой, металлический, на 3,5 мм. Делитель выполнен в аналогичном же стиле, а заушины сделаны из тонкой, но довольно гибкой термоусадки. Соединение же осуществляется на классической вилочке 0,78 мм. Чашечки здесь абсолютно прозрачные, напечатаны, судя по всему, на 3D принтере. Сквозь корпус нам отлично виден динамик, прикрытый веселенькой такой зеленой крышечкой. И единственный арматурный излучатель Sony, он 23 серии. От каждого из которых, кстати, к звуководу ведут отдельные акустические канальцы. Интересно, что с торца звуковод имеет не пятачок, а прикрыт классической уже металлической сеточкой. Звуководы, к слову, тут полностью выполнены из металла и наделены специальным бортиком для удержания амбушюр. Внешняя же часть у них представляет сине-зеленый такой абстрактный рисунок с блесками, собственно, как и у всех. В уши модель мне села просто прекрасно, с отличным уровнем пассивной звукоизоляции. Вот так вот это, собственно, и выглядит. По измерениям у нас чуть более продолжительный относительно нормы импульс, заметные расхождения между левым и правым каналом и искажение в пике, достигающее 1,67%, что в принципе еще терпимо. Фаза ведет себя вполне естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 79 и 98 миллисекунд, как видите, без каких-либо возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10 дБ с плавным заходом на середину, выделение области разборчивости, еще один пик на 5 кГц и постепенное ослабление, начиная от 8 кГц и выше. Причем диапазон нам довели где-то до 16 кГц. И порадовало, что с графиком от производителя мои измерения совпадают довольно-таки точно. Подача у Fairless Audio Barcelona очень теплая, сочная и объемная. Все тембры, очевидно, наделены ощутимым таким телом, а из-за общего смягчения мы приобретаем ширину звучания, но чуть теряем в артикуляции. То есть разборчивость на всяких скоростных жанрах здесь будет не столь хороша, как на тех же, например, Mondrop-катах, хотя звучание данных моделей чем-то схоже. Есть у тех и тех приятная такая масса на средних частотах, отчего образы строятся цельными и довольно-таки крупными. Хотя в случае Fairless Audio еще и изрядно смягченными, без, как вы понимаете, какого-то уклона в микронюансы и усиленную прорисовку тембров. Здесь характер нацелен скорее на уют и естественную такую теплую атмосферу. При смене героев обзора на КБ и Аврора звучание становится чуть тоньше, но куда более проработанным и живым, что лично меня весьма подкупает. Появляется четкость в артикуляции и вообще музыкальная картинка получается заметно ярче и резче. Переключаемся назад. Приятная нега, легкий туман и мелодичность. Сравнивал еще с TRN TA2, но последним обязательно нужна смена кабеля на медный, и уже вот в такой конфигурации наушники оказались даже резче, чем Аврора. То есть вообще не та расслабленная атмосфера, что нам предлагает Барселона. Ближе всего герои обзора оказались к тем самым T-Audio Legacy 2. Возможно, есть какой-то особый смысл делать младшие модели с такой мягкой, неутомляющей подачей. Я лично получил свой кайф от прослушивания различных атмосферных электронных жанров,
фанков, старого рока и блюза, ну и разнообразного акустического джаза. Однако при переходе на скорость текстуры начинают смазываться, да и привычной четкости в передаче голосов и инструментов тут тоже, друзья, увы, нет. Зато вот глубину сцены Барселона отрабатывает ну просто на отлично. Оркестровая музыка, несмотря на описанное выше смягчение, слушается тут просто великолепно, что, на мой взгляд, неожиданно и очень даже круто. Ну и сидеть в них можно достаточно долго, без особого утомления для ушей, плюс неплохая масса на нижней середине, что особенно важно для отработки ритм-гитар, да и высокие хорошо так прибрали нам по уровню, чем обезопасили от резкости, грязи, песка и сибилянтов. Любители металла это однозначно оценят. Плохо только, что и прозрачности тем самым нас тоже лишили. Звук получился приятным, жирным, эмоциональным, но с легким таким налетом блюра. По источникам, соответственно, выбирайте что-то максимально резкое и агрессивное, чтобы тем самым скомпенсировать характер данных наушников. Какие-нибудь дешевые мобильные ЦАПы типа TRSM Q1 или X1, iBus ADC03, iVideos B1. Из стационарных моделей присмотритесь к связкам на усилителях Topping L30 или Topping L50. Эти вот точно хорошо сыграются. Из плееров смотрите в сторону FiiO, Kane или, например, Hydis. Если же разбирать по частотам, то бас тут прямо такой обволакивающий, серединка сочная, эмоциональная, с хорошей массой и легким таким размытием, но то, возможно, лишь следствие довольно сильно прижатых высоких частот, которые хотя и ощущаются, но скорее где-то на втором-третьем плане. Сама же модель, очевидно, выше своей головы не прыгает. Это бюджетные наушники от очень уважаемого в среде продвинутых меломанов бренда, с уклоном в комфортное такое непринужденное звучание. В принципе, слушал в них дэткор, джаз, электронику, оркестровую музыку, и особых претензий у меня к ним нет. Глубина и масса подкупают, а кроме того, ничего нигде не режет, ухо не звенит и не свистит. Теплая такая атмосфера небольшого клуба с хорошим заполнением пространства и легким аналоговым смягчением, словно слушаешь какую-то раритетную стационарную акустику. Что-то в этом, естественно, есть, и своих ценителей данная модель, несомненно, найдет, особенно среди таких глубоких качающих ритмов R&B, интеллектуальной электроники, ну или академической музыки. Ну а тем, кто хочет большего, присмотритесь к старшим моделям от этого же бренда. Итогом, внутриканальные гибридные наушники Fairless Audio Barcelona нам предлагают приятный такой внешний вид, удобную посадку, превосходный по измерениям кабель и теплую такую непринужденную атмосферу, в которой можно находиться просто бесконечно долго и получать от этого просто море удовольствия. Для скоростных жанров и стилей, требующих высокой детализации, модель, на мой взгляд, годится слабо. А вот чтобы передать сцену в глубину и максимально раскрыть эмоции, заложенные в треке, вот самое оно. А на этом у меня, друзья, все. Это были гибридные наушники Fairless Audio, модель Barcelona. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.